Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаете, когда я шью этим способом, всегда восхищаюсь конструкторской простоте и изяществу. Настолько все продумано, подстроено под ручную работу. Хозяйки могли шить большое полотно буквально на коленке. Им не надо было расстилать на полу огромные куски ткани, делать сэндвич, скалывать булавочками, ползать на коленках, а потом долго простегивать. Свою работу она могла начать шить в любую свободную минутку. В любой момент можно было закончить лоскутное одеяло, и также легко можно было продолжить работу и еще увеличить его размер. Сейчас за этим способом работы закрепилось название «Есенинское одеяло». Сотрудники музея Сергея Есенина на родине поэта в Рязанской области обратились к мастеру Вере Голубевой с просьбой помочь восстановить для экспозиции лоскутное одеяло. Из их легкой руки все мастерицы стали шить такие одеяла. Правда это или нет, не знаю. С сотрудниками музея не общалась, а подписчики прислали фотографии из музея, и там совершенно другое одеяло. В общем, за что купила, за то и продаю. Как вы уже видели в видео, для работы взяли квадраты 15 на 15 сантиметров и сшили их сначала попарно. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. А уже потом разъединим эти заготовки, чтобы в одном блоке было 4 квадрата разных цветов. Отшитые квадраты раскрываем. Швы можно расправить рукой, разгладить ногтем. Припуски направляем в сторону темной ткани. Теперь, девочки, внимание! Нам надо эти заготовки прошить хитрым способом. Не просто сделать один горизонтальный шов и получить плоскую деталь. Нам надо сшить конвертик, пилотку. Поэтому сначала прошиваем одну короткую сторону, потом длинную со стороны сцепленных деталей, потом опять короткую. Конечно же, экономим нитки, время, деньги и нервы. Шить надо много. Поэтому шьем гирляндой одну деталь за другой. Говорю это во всех видео, потому что напоминаю самой себе. Дальнейшие действия. Если мы хотим все делать вручную, просто выворачиваем получившиеся конвертики, расправляем уголки и соединяем вместе середины противоположных сторон. Внутрь вкладываем синтепон или другой наполнитель и зашиваем вручную. Но в таком случае довольно сложно красиво подогнуть края в углах заготовки. Поэтому мы сейчас сделаем хитрый финт ушами. Мы не будем заготовки выворачивать, а их немножко приоткроем,
потянем за противоположные стороны и притянем вместе середины других сторон. А дальше уже сделаем машинный шов. При этом у нас задача прошить оба угла и середину и оставить небольшое отверстие примерно 4-5 сантиметров для выворачивания в одной из сторон. А дальше вывернем полученные детали, расправим углы и подтянем стороны. И через оставшиеся отверстия внутрь вложим наполнитель. В старину мастерицы эти подушечки заполняли тем, что было в их распоряжении. Пух и перо, овечья или козья шерсть, вата, льняная кудель. А у нас нет в округе отары овец. Есть рулон синтепона и немного холофайбера. Кстати, если у вас есть собака, то можно сшить лечебное собачье одеяло или хотя бы по такому принципу собрать лечебный согревающий пояс. Естественно, перед работой шерсть надо промыть и просушить. Наполняем таким образом все подушечки. Помните, что потом надо будет их прошивать, поэтому не переборщите с наполнителем. Если вы планируете дальше шить вручную, шейте вручную. Но нас уже испортила цивилизация. Нам надо побыстрее и попроще. Поэтому предлагаю свой способ. Заготовки прошиваем по диагоналям, тем самым сразу же зашиваем оставшиеся отверстия, а заодно и простегиваем. Простегивать надо будет обязательно, чтобы наполнитель не сбивался комками. Прошили все детали по одной диагонали, прошиваем по другой. Работа эта вроде бы простая, но деталей очень много. Из заготовок выкладываем нужный узор. Нашим любимым способом, методом научного тыка. Хочу напомнить вам о великом древнерусском ученом-самоучке Тыке. Сначала он работал один, потом к нему присоединились ученые Мык и как-то так. А все вместе они основали корпорацию «Такинада». Сшивать детали между собой будем в стык трикотажным швом. Некоторые его называют зигзаг в 3 стежка. Как показывает опыт, ткань лучше укладывать с небольшим нахлёстом, чтобы не было пропусков. С этим полотном я уже работала чуть раньше, сшила большой кусок, а сегодняшней полоской из 30 заготовок еще немного увеличим его размер. Раскладка
3 на 10 деталей. Дополнительно простегаем эту большую деталь. Прошьем декоративным швом. С таким небольшим фрагментом еще можно справляться. Это не огромное полотно прошивать. Сами понимаете, в нашем распоряжении простая бытовая швейная машинка. Это не промышленные машины на фабрике, которые созданы специально для пошива огромных одеял. Когда наша полоска готова, ее пришьем к готовому большому полотну. И получилось очень большое лоскутное одеяло в деревенском стиле. Раскладка 10 на 11 блоков. Всего 110 деталей. Соответственно, изначально было 440 квадратов. Размер примерно 2 на 2,20. Почему примерно? Потому что наполнитель топорщится, придает объем. Одеяло получилось большое, двухстороннее. Конечно, не обязательно шить такое большое одеяло. Можно взять и ткани другого цвета, бежево-коричневую гамму. В общем, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!